До компьютеров, до симрейсинга, до чемпионатов. Во мне уже жила скорость. Я с детства любил все, что едет быстро. Велосипеды, мопеды, машины. Мне нравилось не просто двигаться. Мне нравилось чувствовать, что ты управляешь чем-то быстрее себя. Моя настоящая мечта была простой. Я хотел гоняться. Не смотреть со стороны. Не просто любить машины, а быть там, на трассе, за рулем, в борьбе. И тогда мне казалось, что именно там начинается настоящая жизнь. Но отец не разрешил. Он боялся. Боялся, что я могу пострадать. Для него гонки были слишком опасны. Он сказал: «Туда ходить не будешь. Займись другим спортом». И тогда мечта о настоящей трассе ушла внутрь. Не исчезла. Просто спряталась. Прошли года. Мальчик вырос. Я пошел в спорт. И если уж я чем-то занимался, то не умел делать это наполовину. Я менял разные виды спорта, но почти везде был среди сильных. Мне нужна была борьба. Мне нужен был вызов. Если не трасса, значит зал. Если не болид, значит железо. Если не гонка, значит другая битва. Последним серьезным спортом стала тяжелая атлетика. Там уже все было по-настоящему. Вес, боль, дисциплина. Сначала 2 раза серебро, 2 раза рядом с вершиной, а потом чемпионство. Я доказал себе, что могу дойти до конца. После чемпионства братья подарили мне мотоцикл. Я до этого на нем толком не ездил, но когда сел, поехал так, будто делал это всю жизнь. Наверное, скорость просто всегда была во мне. Нужно было только дать ей выход. Потом были 90-е. Жесткое время. Время, где слабых часто ломали. Я был дерзким, сильным, не всегда спокойным. В жизни было много передряг, много драк, много моментов, через которые лучше не проходить. Но я всегда был на стороне тех, кто слабее. По жизни я часто был одиночкой. Но когда рядом появлялись люди, почему-то все равно становился впереди. Я не всегда хотел быть лидером, просто так получалось. Люди слушали, доверяли, шли рядом. Наверное, в этом и была моя природа. Волк может идти один, но если рядом стая, он все равно отвечает за нее. И при всем этом у меня была одна странная слабость. Компьютеры, игры. Однажды средний брат подарил мне Sega. Я даже толком не понимал, что это такое. Но когда включил, будто снова стал ребенком. Серьезный, дерзкий, жесткий парень вдруг сидел перед экраном и радовался, как мальчишка. Я увлекся играми сильно. Не потому, что хотел убежать от жизни, а потому, что в играх был другой мир. Мир, где ты сам управляешь. Где важны реакция, характер, желание победить. И, наверное, именно тогда техника начала становиться для меня не просто игрушкой, а дверью в другую реальность. А потом был 1993 год. Я пришел к братьям. Старший и средний сидели у телевизора и смотрели «Формулу-1». Я спросил: «Что вы там смотрите?» Они сказали: «Ты знаешь, что такое «Формула-1»?» Я слышал, но тогда еще не понимал, что сейчас мне покажут мир, который останется со мной навсегда. Старший брат болел за Сенну, средний — за Шумахера. Старший сказал: «Болей за Сенну, он самый крутой». Средний сказал: «Болей за Шумахера, он молодой, он еще покажет». Я посмотрел на них и спросил: «А кто слабее, Шумахер?» И выбрал его. Не потому, что он был слабым, а потому, что мне было интересно смотреть, как молодой хищник будет подниматься наверх. С того дня «Формула-1» стала для меня чем-то большим, чем спорт. Я смотрел гонки и горел этим миром. Скорость, риск, борьба. Люди, которые идут на предел. Я не мог быть там в реальной жизни, но внутри все равно жил гонщик. Прошло время. Я снова пришел к старшему брату. Он сказал, что сейчас подойдет средний, и они покажут мне игру. Гонки, формула, круги на время. Кто быстрее, кто точнее, кто сможет выжать из машины больше. Я еще не знал, что это будет не просто игра. Я посмотрел и сказал: «Давайте я тоже попробую». Они уже играли, уже знали трассу, уже ставили свои круги. А я сел впервые. Клавиатура, старый экран, простая игра. И какое-то странное чувство.
будто я понимаю, что надо делать. В тот же день я поставил быстрейший круг. Они потом старались его побить. Снова и снова. Но не смогли. И тогда я впервые понял, это не просто нравится мне. У меня это получается. После этого я уже начал мечтать о своем компьютере. Не просто чтобы играть, а чтобы тренироваться, чтобы ездить, чтобы становиться быстрее. Я начал работать, собирать деньги, искать возможность. Потому что теперь у меня появилась цель, своя трасса. Так все началось. Не с профессионального кокпита, не с дорогого руля, не с команды, а с комнаты брата, с Формулы-1 по телевизору, с Сега, с клавиатуры и с одного круга, который никто не смог побить. Тогда я еще не знал, что впереди будут чемпионаты. Не знал про Лиман, не знал про ДТМ. Но именно тогда, внутри, впервые, проснулся волк. Это было только начало. Дальше первый собственный компьютер, первый настоящий сезон и первые победы.